Ребят, всем привет! Вы на канале Простая политика, и сегодня мы с вами поговорим о государственном устройстве США и немного затронем политическую систему этого государства. В политологии есть такая тема, называется система разделения властей. Она подразумевает, что государственная власть поделена между разными политическими институтами, дабы не допустить узурпации власти в одних руках. Так вот, эта система на практике в высшей мере реализована в Соединенных Штатах. Вся власть поделена между тремя ветвями власти – это исполнительная, законодательная и судебная. Главой исполнительной власти в США является президент. Он избирается по очень непростой системе вместе с вице-президентом на 4 года. Подробнее об этом можно посмотреть, если нажмете на подсказку сверху. Сейчас должности президента и вице-президента занимают Дональд Трамп и Майк Пенс. Президент возглавляет Кабинет США или по-другому исполнительные департаменты. Применительно к России они звучали бы как министерство. Всего их пару десятков. Из наиболее известных представителей кабинета это Майк Пенс, вице-президент США, госсекретарь, по-русски эта должность означает министр иностранных дел Рекс Тиллерсон, и министр обороны Джеймс Мэттис. Вы их можете иногда видеть на Первом канале или Россия-1. Что касается законодательной власти, то главным органом на федеральном уровне является Конгресс США. Это как у нас Федеральное собрание, и он тоже, как и в России, поделен на две палаты. Верхний именуется Сенат, его возглавляет вице-президент, и в нем 100 мест, которые поделены между демократической, синий, и республиканской партией красный цвет. Это две главные политические силы в США. Сенат – это аналог Совета Федерации в России, в него входят по 2 представителя от каждого штата. Но избираются сенаторы, в отличие от нашей страны, прямым голосованием на 6 лет. Вот, например, 2 сенатора от штата Нью-Йорк – это Кирстен Джиллибранд и Чак Шумер, оба от демократической партии. Каждые 2 года 1/3 всего Сената переизбирается, поэтому свой 6-летний срок Кирстен начала в 2012 году, а Чак только в 2016. Нижняя палата Конгресса именуется Палата представителей. Спикер Пол Райан, и в ней 240 на 194 места поделили республиканцы и демократы. В целом эта палата очень отдаленно напоминает Государственную Думу, потому что основной принцип формирования Палаты представителей – это то, что каждый штат представлен пропорционально численности населения, то есть чем больше народа живет в каком-то штате, тем больше у него голосов. Например, у штата Нью-Йорк целых 27 представителей, а у какой-нибудь Небраски только 3. Избираются члены Палаты представителей на 2 года. Если говорить о судебной власти, то она абсолютно независима, и Верховный суд может отменить любой закон, принятый в стране, если он противоречит Конституции или действующему законодательству. Были случаи, когда Верховный суд США даже отменял указы президента Соединенных Штатов. Как таковой Верховный суд состоит из председателя, его зовут Джон Робертс, и еще 8 судей. Все судьи назначаются с одобрения Сената по представлению президента США пожизненно. Те органы, что я перечислил, относятся к федеральному уровню. Но, так как США это федеративное государство, в нем есть еще уровень региональной власти, или по-американски лучше сказать уровень штатов. Для примера рассмотрим штат Нью-Йорк. Любой штат США возглавляет губернатор, который избирается всенародно на 4 года в тандеме с вице-губернатором, или точнее лейтенант-губернатором, как это правильно звучит в штате Нью-Йорк. Сейчас эти должности занимают демократ Эндрю Куомо и Кэти Холл. Вот, например, электоральная карта, где показан штат, поделен на графства, в которых на последних выборах победил демократ Куомо, окрашенный в синий цвет, а там, где его соперник от республиканцев, там красный. Главный законодательный орган именуется легистратура штата Нью-Йорк, тоже имеет двухпалатную структуру, как и Конгресс. Чего нет, кстати, в России, у нас во всех регионах однопалатные парламенты. Верхняя палата Сенат состоит из 63 членов. Ее возглавляет лейтенант-губернатор и избираются местные сенаторы на 2 года. Нижняя палата – это ассамблея, включает в себя уже 150 членов, спикер Карл Хисти, и все члены ассамблеи исполняют представительские функции тоже в течение 2 лет. Вообще в штате Нью-Йорк существует большая поддержка именно демократической партии, поэтому, как правило, республиканцы здесь проигрывают. И в итоге все сенаторы, губернатор, большинство членов Палаты представителей являются членами демократической партии. В штате Нью-Йорк есть собственный суд, высшая инстанция называется Апелляционный суд штата Нью-Йорк. По структуре он чем-то похож на Верховный суд США, только в нем не 9 судей, а 6. И последний уровень – это уровень местного самоуправления. Как я уже говорил, штат Нью-Йорк поделен на графства, по-русски это муниципальные районы. Я выбрал графство Монгомери, и внутри него есть небольшой уютный городок, называется Амстердам. В этом городе есть свой мэр, который избирает с населением напрямую,
А также есть местный представительный орган, называется городской совет, в который входит 5 депутатов. Вот такая стройная система государственного устройства существует в США. Вы были на канале Простая политика. Если понравилось видео, поддержите канал подпиской, комментируйте видеоролик и до встречи.